Сейчас я разберусь как следует и накажу как попало. Без преуменьшений, если линейные крейсеры можно назвать вишенкой на тиранском торте, то осадные танки – это помадка. Или бисквит. Или суфле. В общем, называйте как хотите. Но ни одно тиранское сражение не обходится без этих красавцев. Разве что бои в открытом космосе. Хотя... Эй, Арктур, как там было в 2491? Осадные танки всегда были основой как защитной, так и наступательной стратегии, а 120-180 мм орудия решали все проблемы. Без шума и пыли? Нет. Наоборот, громко и пафосно, с максимальными разрушениями. Любители больших бадабумов были в восторге. История появления и развития этой военной техники весьма интересна, а боевые характеристики впечатляющие. Так что заваривайте кофеек, примите удобную позу на диванчике и наслаждайтесь. StarCraft зовет. Танк, он и в Африке танк. Бронированная боевая машина на гусеничном ходу, как правило с полноповоротной башней, включающей в себя пушечное и как дополнительное еще пулеметное вооружение. Особенностью же осадного танка как раз и является возможность переключения в осадный режим. Развертывание такой себе артиллерийской установки, ураганная мощь которой могла равнять с землей целые форпосты и бункеры неприятеля. Причем изначально идея состояла именно в изготовлении артиллерийского орудия, так называемой пушки последней линии обороны, которая должна была оставаться статичной на конкретной позиции и служить исключительно в оборонительных целях. Изначально этого казалось вполне достаточно, но военные конфликты показали несостоятельность такой конструкции. Точнее как, пушка-то сама по себе была очень эффективной, но вот уйти от ответной вражеской атаки не могла. Как и была не способна осуществить огневую поддержку при наступлении или контратаке. Как это ни удивительно, но своим появлением то, что мы сегодня называем осадными танками, обязано именно Голиафам. Да, как помним, первые версии Голиафов были разработаны компанией Lars Corp Technologies по заказу Килмарийского синдиката и активно использовались последним еще в 2480 году. Разработка концепции двухрежимного осадного танка была ответом конфедерации тиранов на килмарийскую новинку. Сроки поджимали, поэтому инженерам в ускоренном порядке пришлось сделать пушку, уже хорошо зарекомендовавшую себя, мобильной. Но это должна быть не просто передвижная установка, так как до момента развертывания она все так же уязвима, а полноценная боевая машина, способная вести огонь при любых условиях и в любое время, не жертвуя мобильностью хоть на ходу, хоть стоя. Танки уже существовали в армии конфедерации, и чтобы сократить время и расходы, было принято решение существующую конструкцию танка изменить таким образом, чтобы он мог работать и как обычный танк, и при необходимости иметь возможность развертывать пушку, становясь стационарной артиллерийской установкой. Первые базовые версии появились все в том же 2480 году, хотя на тот момент скорее представляли собой наспех собранные прототипы, еще недостаточно доведенные до ума и обкатанные. В полной красе они заиграли лишь к периоду войн гильдий с 2485 по 2489 года. Наличие в стане конфедерации двухрежимных танков с ужасающей огневой мощью позволило не единожды склонить чашу весов в их пользу. Они были крайне эффективны на поле боя. В штурмовом режиме или классическом танковом это была прекрасная бронированная единица поддержки с хорошей защитой, неплохой скоростью и достаточной маневренностью, что вкупе с неслабым вооружением творило просто чудеса. Настоящий же ад наступал, когда танк включал режим осады и трансформировался в полноценное артиллерийское орудие, увеличивая в разы как огневую мощь, так и радиус поражения целей. С земли подобраться к такой технике было очень сложно. Самым эффективным вариантом оставалась авиация. К сожалению, технические характеристики тех базовых моделей осадных танков, включая калибр орудий, радиус поражения, ходовые качества и так далее, не сохранились.
Но горевать не стоит, так как к периоду 2491 года в обиход вошли новые модели танков под маркой AAV-5 Arclight, в простонародье «Радуга». «Радуга» привнесла не эволюционные, а скорее революционные изменения. И в первую очередь они касались удобства управления машиной, а также добавления обилия датчиков и прибамбасов, вроде гравитационных усилителей, что значительно повышало универсальность танка и сферу его использования. «Радуга» была основой огневой поддержки тиранов на период Первой Великой войны. Броня боевой машины включала несколько слоев неостали, достигая в общей сложности толщины в 15 сантиметров. Экипаж танка состоял из 3 человек – водителя, наводчика и командира-штурмана. Личный боевой опыт, требуемый при зачислении, варьируется в зависимости от должности. Но если проводить параллели с другими боевыми единицами, к примеру, теми же Голиафами, то скорее всего тоже составляет не менее 6 месяцев. Впрочем, не всегда танк управлялся именно полным экипажем. Очень часто из-за нехватки людей пилот был всего один, так сказать, человек-оркестр, на все руки мастер, и водил, и маршрут прокладывал, и из орудий стрелял. К примеру, такие фигуры пилотажа показывал небезызвестный Форест Киль, один из подвижников Менгска и член сынов Кархала. Именно он в 2491 году поливал из стыковочного отсека Гипериона крейсер Нарад-2 под началом Дюка. И весьма успешно. К слову, герметичность кабины у «Радуги» была значительно улучшена, что позволило использовать танки даже на космических платформах. Этому также способствовали уже упоминавшиеся гравитационные усилители, которые имели несколько режимов работы. Кроме того, танк мог служить своего рода бронетранспортером, доставляя персонал в горячие точки и выпуская людей через боковые или задние люки. Комфортом для пассажиров там и не пахло, но на войне как на войне. Комфорт – это последнее, о чем вы будете думать. Еще усугубляло ситуацию, что в кабине было достаточно жарко, а когда людей много, то и очень душно. Сказывались последствия улучшенной герметичности кабины, а система кондиционирования не всегда справлялась. Между тем, стоит выделить отличную работу гидравлических приводов ходовой части танка, которые способны компенсировать значительную часть ударной волны при касательном попадании или в непосредственной близости от танка, сохраняя стабильность и устойчивость боевой машины, в том числе при наличии глубоких рытвин, ям, выбоин и прочих неровностей рельефа. А гироскопы, установленные на «Радуге», дают возможность преодолевать склоны и уступы с уклоном вплоть до 65 градусов. На самом деле это очень экстремальные показатели, тем более для тяжело бронированного танка, практически фантастические. И да, они не даются легко, машина работает в перегрузе, но тем не менее это возможно. И в полевых условиях это доказал танкист Марий Блэквуд во время проведения боевой операции против сил протоссов на море в 2505 году. Трансмиссия включает механическую коробку передач, что дает возможность водителю полностью контролировать процесс движения и экстренного торможения танка. Система достаточно простая, но в большинстве случаев безотказная. При экстренном торможении, а также для фиксации танка в грузовых отсеках суден, используются магнитные блокираторы, установленные на гусеницах. Что касается систем навигации, диагностики, сканирования и захвата цели, то они представлены многочисленными датчиками и экранами, предоставляющими оператору всю необходимую информацию как о состоянии машины, так и о близ находящихся объектах, в том числе враждебных. Танк имеет внутренний обзорный экран, хотя иногда члены экипажа вылезали через верхний люк для лучшего визуального осмотра местности, либо чтобы вручную подать сигнал товарищам-морпехам при необходимости. Бортовой компьютер был тесно связан с системой наведения, которая ориентировалась не только по визуальным данным, но и настраивалась на тепловой след враждебного объекта. Это позволяло фиксировать цель даже в условиях плохой видимости. Система прекрасно определяла расстояние до цели, учитывала погрешность при плохих метеоусловиях, и если цель попадала либо наоборот выходила из зоны поражения орудий, информировала соответствующими звуковыми и визуальными сигналами. Диагностический экран «Радуги» предоставлял полную информацию о состоянии боевой машины,
В случае неисправности чего-либо, компьютер через голографическое изображение сигнализировал, какой именно элемент вышел из строя, будь то гусеницы, ствол орудия, трансмиссия или гидравлические опоры. Система навигации позволяла с легкостью прокладывать маршруты, использовать все возможности GPS, а также предоставляла трехмерную топографическую карту местности с возможностью гибкой настройки. Вооружение AAV-5 Arclight представлено двумя спаренными 80 мм плазменными пушками PPG-7, работающими при нахождении танка в штурмовом режиме, а также ударной пушкой калибра 120 мм, разворачивающейся в режиме осады. Плазменные орудия весьма эффективны против крупных боевых единиц, в первую очередь наземной техники, хотя никто не запрещает использовать их для расстрела тех же морпехов. Просто в таком случае это будет менее рационально, как с точки зрения расхода боеприпасов, так и скорости ликвидации целей. В этом случае гораздо проще расстрелять пехоту пушками того же Голиафа. В целом плазменные орудия позволяли даже пробивать броню протосских сталкеров, конечно, после того, как истощались их плазменные щиты. В целом, с огневой поддержкой пехоты на поле боя пушки PPG-7 вполне справлялись. Проблемы наступали, когда требовалось переходить к штурму вражеских баз, осаде городов, форпостов, либо противостоять крайне тяжело бронированным и мегагабаритным юнитам врага. Но на этот случай у «Радуги» был припасен осадный режим, прекрасно справляющийся с задачей. 120 мм ударная пушка просто прекрасно разбирала даже самую мощную наземную технику противника, не говоря уже о бункерах, заграждениях, производственных строениях и так далее. Чуть позже она была еще дополнительно модернизирована и получила название Мьёльнир в честь знаменитого молота скандинавского бога грома Тора. Калибр остался тем же, но огневая мощь, придаваемый импульс снаряду и, соответственно, масштаб разрушения увеличились. Единственный момент, что в режиме осады танк имеет так называемый минимальный радиус поражения и, соответственно, становится крайне уязвим перед мобильными боевыми единицами, к примеру, теми же зерглингами или зелотами. Поэтому танковые подразделения всегда сопровождаются пехотой, либо авиацией, либо сами танки размещаются за бункерами, где их всегда прикроют. Они в свою очередь играют отличную роль все той же системы последней линии обороны, ради которой когда-то и задумывались. В техническом плане «Радуга» была достаточно передовой для своего времени, а некоторые операторы настолько сильно срослись со своей машиной, что не хотели переходить на более современные Круцио даже после того, как последние стали де-факто стандартом вооруженных сил тиранов. Но время, как говорится, не щадит никого, и уже после событий войны с Тай военное командование Доминиона пришло к выводу, что технические характеристики танкового или штурмового режима «Радуги» оставляют желать лучшего. Его вооружение и броня оказались слишком легкими при осуществлении как наступления, так и удержания обороны. В первую очередь это касалось зергов. Их было много, их когти, клыки и шипы легко пробивали даже самую прочную броню тиранов. Да и собственно технические характеристики «Радуги» на момент ее проектирования и разработки не рассчитывались на такого противника. Чтобы удерживать рубежи, зачастую приходилось прибегать к значительной сторонней поддержке, а это приводило к рассредоточению войск и лишним ненужным смертям. В итоге новая версия осадного танка под наименованием Круцио была разработана для устранения всех вышеуказанных недостатков. В эксплуатацию новая модель была введена в 2502 году. По сравнению с «Радугой» значительно повышена прочность танка путем увеличения и укрепления башни и корпуса. Кроме того, для башни теперь предусмотрена усовершенствованная комплектация снарядов, предназначенная для ведения боя в режиме танка, благодаря чему Круцио может лучше обороняться в открытом сражении, в том числе если враг подойдет достаточно близко. Стоимость новой модели выше, чем у предшественника, но цена оправдалась улучшенной многофункциональностью, чего собственно и пытались добиться инженеры. Теперь и без того универсальный осадный танк стал еще универсальнее. Ходовая часть также была значительно усовершенствована. Гусеницы боевой машины изготовлены из модульной сверхпрочной неостали. Кроме того, Круцио оснащен двумя парными гусеничными шасси и еще двумя по бокам для повышенной проходимости.
Исторически сложилось так, что у гусеничных машин есть недостаток, поскольку потеря одного звена гусеницы приводит к обездвиживанию всего танка. Чтобы предотвратить это, инженеры добавили в конструкцию шасси специальную систему, состоящую из обилия трубок и шлангов, через которые на поврежденный участок гусеницы наносится быстро затвердевающий гель. Упомянутый гель заменяет утраченный сегмент и позволяет Круцио оставаться в рабочем состоянии даже после прямого попадания в шасси. В осадном режиме основные гусеницы танка разворачиваются наружу, а вспомогательные втягиваются в корпус. Мощные гидравлические опоры, которые часто называют ногами, выдвигаются из бортов Круцио. Как только ноги зафиксированы, они прижимаются к земле, обеспечивая дополнительную устойчивость. Стопы опор оборудованы зазубринами, активирующимися на твердом грунте, и крошечными отверстиями, по которым подается эластичное вещество для фиксации на металлических поверхностях и дорогах. На гидравлические опоры можно положиться, но иногда их все же заклинивает. Это ахиллесова пята Круцио. В общей сложности масса танка составляет около 60 тонн. Как и в случае с «Радугой», проблемной темой оставалась жара в кабине танка. Чтобы компенсировать это, инженеры оснастили Круцио набором мощных компрессоров, которые нагнетают воздух и регулируют температуру в салоне. Однако все это происходит за счет мощности двигателя машины. Причем в отдельных случаях этот расход оказывается очень большим. Поэтому некоторые опытные водители танков, а также отчаянные новички, предпочитают модифицировать систему климат-контроля, повышая в целом мощность движка, при этом жертвуя комфортом. Где воронку делать будем? Что касается вооружения, здесь тоже заметны изменения, но основная парадигма осталась той же. Башня Круцио, как и «Радуги», имеет двухрежимную систему. В штурмовом танковом режиме задействуются спаренные 90 мм плазменные пушки. Да, калибр несколько подрос. Это основная, можно сказать, оборонительная установка Круцио, которая эффективна против бронетехники противника. Тем не менее, истинная мощь танка демонстрируется в его осадном режиме. Вы думали 120 мм Мьёльнир исчадие ада? Как бы не так. Что скажете про новую 180 мм осадную пушку, стреляющую раскаленными вольфрамовыми снарядами? Ну и стоит ли говорить, что радиус поражения у этой малютки – мое почтение. Мало какой противник может хоть что-то ответить против такой ураганной мощи. Один только рев этого орудия заставляет врагов Доминиона обращаться в бегство. В целом, стреляет дальше, снаряды мощнее, воронки больше. Что еще надо? Ах да, по поводу воронок. Поскольку область поражения от эпицентра взрыва значительно увеличилась, головной болью командования Доминиона стало то, что от так называемого дружественного залпа стало гибнуть уж чересчур много своих солдат. В итоге это разрослось в такую глобальную проблему, что перед инженерами была поставлена задача разработать какие-нибудь умные снаряды, которые могли бы обладать системой свой-чужой. Да, звучит, конечно, бредово, учитывая, что это артиллерийский снаряд, а не какая-нибудь самонаводящаяся ракета. Но, как говорится, есть спрос, будет и предложение. Ребята из Lars Corp Technologies к 2504 году представили свою версию умных снарядов для осадных танков, которые производят сканирование местности и в случае обнаружения дружественных единиц минимизируют наносимый им урон. Боевые испытания показали, что потери среди союзников снизились на целых 75%. Цифра внушительная, но все равно стопроцентной гарантии не дает. Поэтому солдат все равно призывают соблюдать осторожность в зонах артобстрелов. И я, конечно, даже боюсь представить, сколько стоят подобные снаряды. Ведь, скорее всего, для идентификации свой-чужой там стоит какая-то электроника, возможно, микрокомпьютер. И он мало того определяет, куда бить, но еще рассчитывает, как бить, регулируя уровень детонации и направление возможного расхождения ударной волны. Жесть, одним словом. Но не одними вольфрамовыми или умными боеприпасами богат арсенал новых Круцио. Для увеличения пробивной способности артиллерийская пушка может быть оборудована снарядами «Вихрь». Это бронебойные снаряды. Мощность взрывной волны осталась прежней, но вот при прямом попадании цели наносится дополнительный урон.
Где-то к 2508 году танки Круцио подружили с паучьими минами. В частности, во время восстания защитников человечества спецотряды под командованием Новой Терры, а именно танковые подразделения, оборудовались такими минами. Технические усовершенствования. На протяжении своей истории как Радуга, так и Круцио постоянно обновлялись. Там подкрутили, тут заменили, и глядишь, танк становился и прочнее, и смертоноснее. Основные апгрейды инженерами проводились в арсеналах, а именно улучшение вооружения наземной техники и укрепление обшивки. Последнее позволяло значительно увеличить срок боевой жизни танка. Апгрейдов на Круцио, конечно, было побольше, чем на Радугу. Так, к 2504 году танки обзавелись ванадиевой обшивкой, еще дополнительно увеличивающей прочность брони на 5%, а также ультраконденсаторами, повышающими скорость атаки на те же 5%. Вроде бы и немного, но в боях ощущалось. Благодаря разработкам Игона Стэдмана в области нанотехнологий был создан такой материал, как регенеративная биосталь. На эти исследования его натолкнули изучение тканей зергов. Удивительная способность к регенерации показалась Игону весьма полезной, и он решил нечто подобное внедрить в тиранскую технику. В итоге и танки Круцио, находящиеся в распоряжении Джима Рейнера, обзавелись такой полезной функцией. К 2506 году Рори Свон дополнительно похимичил над техникой рейдеров Рейнера. В битве с Амуном требовались все силы. Поэтому к уже имеющимся улучшениям добавились обновленная оптика, что увеличивала дальность атаки танков, протокол бессмертия, технология, которая, как и в случае с Торами, позволяла осадным танкам самовосстанавливаться после практически полного уничтожения, а также общее повышение прочности техники на 20%, благодаря тонкому чутью и маленьким секретам, которыми Свон никогда не любил делиться. В каждой механике должна быть загадка. Самому Джиму нравились апгрейды, связанные с сокращением времени трансформации танков в осадный режим и обратно, а также повышенная прочность брони. Форсаж, который временно увеличивал скорость техники до 2 раз, очень часто выручал в самых сложных ситуациях, когда врага нужно было быстро нагнать, либо же наоборот оторваться. Ну и боеприпасы наемников позволяли на 15% повысить скорость атаки. К 2508 году к танкам были прикручены еще дополнительные прибамбасы. Помимо упоминавшихся паучьих мин, регенеративной биостали и универсальных сервоприводов, четверо сокращающих период трансформации, Круцио удалось оборудовать прыжковыми двигателями. Вот уж поистине интересное конструкторское решение. Теперь танки были способны без проблем преодолевать любые уступы, легко менять место дислокации, причем это работало как в штурмовом, так и в осадном режиме. Во время восстания защитников человечества бойцы под началом Новой Терры сполна оценили преимущества этой новой технологии. Сама же Каролина Дэвис после успешно проведенной кампании против сил фонда Мёбиуса в 2506 году на секретной исследовательской станции получила доступ не только к секретному оружию под названием Балий, но и к наработкам в области создания маскировочных полей для торов и осадных танков. В дальнейшем при штурме резиденции генерала Дэвис новой были обнаружены танки, которые были способны буквально растворяться в воздухе, на манер, как это делала она сама благодаря спецкостюму призрака. Изначально при разворачивании военной базы, помимо строительства собственно завода по изготовлению техники, зачастую требовалась специальная пристройка, где инженеры проводили дополнительные вычисления и калибровку. В частности, для осадных танков там доводился до ума режим трансформации, проводились предварительные испытания и так далее. В случае Радуги этими пристройками были мастерские, которые к моменту появления танков Круцио были заменены на специальные технические лаборатории. Так вот, один башковитый инженер по имени Реддл Квинтон, кстати задействованный в проекте Blackstone, пришел к выводу, что в военных строениях Доминиона уборные, они же сортиры, являются, если не роскошью, то явно лишним элементом. Морпехи способны справлять нужду в скафандры, для этого у них есть система переработки отходов. Ну а какие-нибудь отдельные ученые или инженеры могут погадить и за пределами комплекса.
В частности, он придумал, чтобы высвободившееся пространство, в случае с заводами, было отведено для осадных приспособлений. Тогда танки будут выезжать уже с полным боекомплектом, и не придется ничего дополнительно исследовать и калибровать в тех лабораториях. Уж не знаю, каких там размеров у них туалеты, что можно разместить ударные орудия, но походу инициатива Реддла кого-то заинтересовала в военных кругах Доминиона, поскольку впоследствии танки действительно выезжали с заводов изначально уже готовыми к работе в осадном режиме. Теперь поговорим о разновидностях. По большей части все они являются в той или иной мере просто модифицированными вариантами Круцио. Эта модель прекрасно себя зарекомендовала во время Второй Великой войны, поэтому кардинально что-то новое тираны разрабатывать пока не собирались. К примеру, на Тирадоре 9 использовались осадные танки с броней из платинового сплава. Они чрезвычайно дорого стоили и преследовали прежде всего декоративные цели. Высокопоставленных гостей Тирадора обязательно приветствовали 10 орудийными залпами. Чтобы произвести еще больший эффект, броня дополнительно начищалась до блеска. Мародеры Мир и Хан тоже очень любили баловаться танками. Если посмотреть на них, то визуально даже не сразу поймешь, что это старые добрые Круцио. Шипы, лезвия и прочее барахло в духе Безумного Макса. Что сказать, чтобы позабавить преступную публику, эта техника вполне подходит. А какой лязг гусениц, когда требуется что-то раздавить. Этот звук вы никогда не забудете. Впрочем, на таран эти танки идут ничуть не хуже. Мира потрудилась на славу. Близко, но как по мне недостаточно, к мародерам Миры подобрались так называемые командос, еще одни наемники. Они тоже помешаны на перебирании движков, модифицировании пушек, улучшении ходовой, управления и, конечно же, придании своим тачкам устрашающего вида. Ну, может, в техническом плане они и преуспели, но вот в визуале явно уступают Мире. Была и отдельная категория наемников-танкистов под названием Мастера Осады, которых познакомил с Рейнором Грейвен Хилл. Что можно сказать о этих парнях? Свою прошлую жизнь они провели на службе конфедерации, потом подались во все тяжкие. Но свое дело они знают отменно, как и чувствуют 60-тонную неосталь под своей задницей. Эти ребята одно целое со своими машинами, а все проблемы готовы решить буквально одним залпом арт-орудий. Главное, держите кошелек наготове. Технически их элитные танки на треть прочнее классических Круцио, а вооружение мощнее на 2/3. Примечательно, что мастера осады не бросили рейдеров Рейнора даже в самые отчаянные моменты и поддержали военные кампании как на Кархале, так и при противостоянии силам Амуна, вплоть до экспедиции в пустоту. В императорской гвардии Менгска использовались модифицированные Круцио под названием «Шоковый танк». Это тяжелый осадный танк, который в развернутом состоянии превращался в дальнобойную артиллерийскую установку. Основной фишкой элитных войск Менгска было то, что императору удалось очень хорошо подружить свои медеваки, которые носили название «Имперские заступники», с шоковыми танками. При перевозке последних в осадном режиме танк буквально прикреплялся снизу медевака и поднимался на любую высоту, с которой вполне легко мог осуществлять артобстрел даже воздушных сил противника. Я думаю, это очередная отсылка Арктура к событиям 2491 года. Кроме того, эти боевые машины оборудовались универсальными приводами, что значительно ускоряло переход в осадный режим и обратно. Так называемая технология «шок и трепет» была призвана усилить грохот и ударную волну от артиллерийских атак танков, в результате чего случаи контузии и дезориентации врага значительно увеличились. Помимо этого была проведена работа по улучшению оптики и дополнительно откалиброванные орудия, что привело как к увеличению радиуса обзора, так и собственно радиуса поражения цели. Ну и как вишенка на торте, а по факту приятное дополнение к шоку и трепету, инженерам Доминиона удалось еще на 40% увеличить урон по области, за счет чего массовое скопление противников стало уничтожать еще проще.
Шоковые танки, как и другие элитные подразделения Менгска, пытались остановить вторжение королевы клинков на Кархал в 2505 году. Однако все потуги были безуспешными. Фаворитами из той мясорубки вышли зерги, а император приказал долго жить. Когда престол занял Валериан Менгск, военное командование Доминиона решило несколько усовершенствовать модель стандартного Груцио. Были добавлены усиленная обшивка и более мощные пушки. Ну и само собой, не всем смертным это было доступно. В первую очередь, такая техника поставлялась войскам спецназначения. Особая разновидность танков была в распоряжении Новой Терры. Поскольку ее специализация – выполнение исключительно важных заданий по запросам самого императора, то и подразделения ее сопровождающие должны быть самой лучшей масти. И тяжелые осадные танки прекрасно справляются с этой ролью. Как я упоминал ранее, эти модели подружились с паучьими минами, благодаря чему даже в режиме осады танкисты могли чувствовать себя спокойно, поскольку если враг и зайдет в мертвую зону артпушки, то там его подорвут паучки. Также эти боевые машины могли похвастаться увеличенным радиусом поражения в режиме осады до 2,5 раз большей прочностью брони и в 1,5 раза более мощными пушками. Продолжая тему Новы, плавно перейдем к зараженным осадным танкам. Во время ее кампании на планете Малый Джарбан, где она по наводке Аларака искала тирозин, была выявлена зараженная тиранская техника, в том числе осадные танки. Будь осторожен, я засек зараженные танки. Как было установлено, это оказались остатки умаджанской экспедиции. Они основали исследовательскую станцию. Что именно здесь изучали, сказать сложно, но вряд ли флору и фауну планеты. Вероятнее всего, тоже гонялись за тирозином. Как бы то ни было, но их позиции были атакованы зергами, и большинство людей оказались заражены гиперэволюционным вирусом. Экстремальные мутации привели к тому, что инородная плоть буквально облепила тиранскую технику. В случае с танками они сохранили возможность использования 180 мм осадного орудия, но вот функциональность спаренных 90 мм пушек, похоже, утратили. Кроме того, было повреждено шасси танка, в результате чего передвигаться классическим способом стало невозможно. В армии зергов есть так называемые ползучие плеточники. По сути, это стационарные средства противоназемной обороны у зергов, как те же танки в режиме осады у тиранов или фотонные пушки у протоссов. Атакуют они только в закопанном состоянии, но когда возникает необходимость, плеточника можно передислоцировать. Для этого у него имеются мощные паукоподобные лапы, назовем это так. Но вот и в случае с зараженными танками, раз они не хотят ехать, значит будут передвигаться ползком. Короче, мутация привела к отращиванию этих лап. Атаковать техника могла только в закопанном состоянии. Среди любителей тяжелого вооружения был небезызвестный Алексей Стуков. После того, как его тело подверглось заражению, он уже не мог чувствовать себя полноценным человеком. В зеркале он видел монстра. В конечном итоге это привело к тому, что новой семьей для бывшего вице-адмирала стали зерги. В этом его даже поддержала Керриган. Заражение, плен, эксперименты и бегство от погони. У нас много общего. Оставайся с Роем, и может быть когда-нибудь ты найдешь свое место. Почему бы и нет, если нет альтернатив? Ну и как часть Роя, Стуков не брезговал проводить свои эксперименты, в результате чего его армия пополнилась внушительным количеством зараженных. Осадные танки Стукова представляли собой некий гибрид ползучего плеточника и, собственно, танка. Передвигались они на лапах, а из башни торчало огромное бронебойное щупальце. Оно задействовалось только в штурмовом режиме. Когда же танк окапывался, или точнее сказать зарывался, то подключалось уже артиллерийское орудие. Но залпы танк производил не снарядами, а зараженными тиранами. И поскольку в последних слишком много едких взрывоопасных веществ, в качестве замены классических снарядов они вполне подходили. Причем детонировали они не в момент приземления, а именно при контакте с целью. То есть, если танк чуть промазал, то зараженный после приземления встает на ноги и уже самостоятельно преследует жертву.
Также зараженные танки Стукова обладают одной очень полезной функцией под названием глубинный тоннель. Она позволяет прокладывать подземный проход в любом месте, где есть крип. Причем это работает в том числе с враждебными стаями. То есть танки могут буквально вылезти из-под земли прямо на вражеской базе. Удобно? Безусловно. Алексей очень гордился своими новыми игрушками, и в 2506 году он не остался в стороне, когда весь сектор сплотился в противостоянии гибридам и ОМОНу. Далее речь пойдет об Умаджанском протекторате. Мы очень наслышаны об их прекрасной разведке и развитой шпионской сети. Появление новых танков модели Круцио не могло остаться без внимания умаджанцев. Если раньше можно было лишь догадываться, имеются ли в их арсенале подобные технологии, то после посещения Малого Джарбана все сомнения рассеялись. Те зараженные танки, что обнаружила Нова, были именно моделью Круцио. Помимо этого, протекторатом был представлен танк Империо. Сами умаджанцы позиционируют его как совершенно новую современную модель осадного танка и как ответ на технику Доминиона. Даже по предварительным результатам боевых испытаний Империо может составить серьезную конкуренцию Круцио, а в некоторых случаях и вовсе обойти его. Но глядя на танк протектората, сразу становится понятным, откуда растут ноги, и что практически полностью как дизайн, так и характеристики были скопированы с танков Доминиона. Под конец пару слов скажу о вариациях старой доброй радуги. Их немного. Первое – это так называемый танк-потрошитель – Carnage Tank. Принадлежал лидеру наемников Аясу Карнажу по прозвищу Потрошитель. Вероятно, самомодификация и названа в его честь. По сути, представляет собой усовершенствованный Arc Light, где на 33% увеличена прочность брони, установлены более мощные спаренные плазменные пушки PPG-7 на те же 33%, и на 14% увеличена поражающая сила главного артиллерийского 120 мм орудия Мьёльнир. Сам Аяс после событий Brood War предложил свои услуги зараженному Стукову в поимке киммерийских пиратов. Вторая вариация – это башенная пушка. Она была обнаружена на секретной научно-исследовательской станции Конфедерации, куда как раз и проникли киммерийские пираты в поисках секретных данных старого режима. А эта информация ой как ценилась на черном рынке. Собственно, Конфедерация почти полностью потеряла свой танковый корпус во время падения Тарсониса. Вместо того, чтобы собирать материалы для строительства новой техники того же вида, лидеры Старой Конфедерации решили использовать роботизированную версию осадного танка «Радуга». У этого специально модифицированного танка не было пилота, но он мог эффективно вести огонь по противнику. В условиях катастрофической нехватки ресурсов и когда каждый боец на счету, задействовать искусственный интеллект не такая уж плохая идея. По крайней мере, как чисто оборонительную единицу на наиболее важных объектах. Однако существует ряд недостатков. В первую очередь броня. Она гораздо слабее, чем у обычной «Радуги». Осадное орудие имеет тоже меньший поражающий урон. Видать, сказалась нехватка ресурсов. И к тому же эта вариация осадного танка не способна переключаться в мобильный режим. То есть она статична и полностью оправдывает название. Именно что башенная пушка. Такое ощущение, что остатки сил Конфедерации решили тряхнуть стариной, и как раз в этой модели вернулись к самой изначальной концепции – стационарному орудию последней линии обороны, о котором я упоминал в начале видео. Про танки можно говорить бесконечно, но время не резиновое. Да и вижу, вы тоже подустали от моей болтовни. Пора, как говорится, и честь знать. Мы прошлись по истории, разобрали вооружение, строение, модели, апгрейды, ну и несколько знаменитых танкистов сектора Капрулу вскользь вспомнили. Благодарю за оказанное внимание, не забывайте оценивать материал лайком или дизлайком, кому как зашло. И, конечно, хочу в очередной раз поблагодарить спонсоров и патронов канала. Именно благодаря вам, ребята, эти выпуски могут выходить. Что ж, друзья, играйте в StarCraft, обязательно за тиранов и в первую очередь выходите в осадные танки. Всем пока и до скорых встреч на канале.